все продолжаем ждать танки Classic и хоть каких-то новостей от разработчиков. С полным отсутствием информации становится все сложнее что-то найти. Но приходится выкручиваться, друзья, и мне удалось раскопать некоторую интересную информацию для вас по танкам Classic. Я думаю, что это особенно понравится олдскульным игрокам танков онлайн, кто играл еще до ребаланса. Сразу, друзья, попрошу вас поставить лайк на это видео, и мы переходим к просмотру. А если, друзья, вы играете в новые танки и хотите получить легендарный ключ, кучу опыта, контейнеры, рубины, вам просто нужно поставить лучший тег в игре, тег создателя контента NIK10 в настройках вашего аккаунта и ввести секретный промокод, после активации которого вы получите суперпризы. Количество активаций, друзья, ограничено, он срабатывает только у избранных. Начнем с того, что я недавно наткнулся на интересную дискуссию на форуме танков онлайн. Там обсуждали, насколько неудачным оказался тот самый ребаланс, который в свое время вызвал бурю негатива среди игроков. Кстати, про сам ребаланс у меня на канале есть отдельное видео, можете его посмотреть, если интересно, чтобы понять, о чем речь, или вспомнить полностью это время. Вот подсказочку, если что, прикреплю. В общем, в этом обсуждении на форуме игроки пришли к выводу, что ребаланс стал, пожалуй, самым спорным и разрушительным обновлением в истории игры. Тогда танки онлайн превратились в Mammoth Twins онлайн, а весь новый контент сводился к продаже циферок на старых пушках за миллионы кристаллов. Это вот пишут все игроки. Они сравнивали даже ребаланс с провалом танков X. И как отметили участники, люди не перешли полностью в танки X не потому, что танки онлайн были лучше, а потому, что никому не хотелось начинать все с нуля. Ну и все же старое название делало свое дело, а также был определенный трафик, который привлекал внимание аудитории и который помогал набирать новых игроков. Дальше разговор зашел о том, что даже если ребаланс и стал причиной, по которой часть игроков осталась, то точно она осталась не из-за его качества. Это мы продолжаем вот пересказ той дискуссии на форуме. Просто впервые за долгое время разработчики хоть что-то сделали. Остальное время в игре проходило в ожидании чего-то большего. Тогда ждали Shaft, ждали Танки Онлайн 2.0 и вообще другой новой игры. После этого дискуссия перешла к теме кланов киберспорта. Раньше кланы были по-настоящему живыми и соревновательными. Киберспорт был настоящим киберспортом. Тогда существовало множество команд и проводилось немало масштабных чемпионатов. И если сейчас сложить всех участников киберспорта, получится 100 игроков всего. А ведь раньше такой состав имел один крупный клан, которым еще и приходилось проходить жесткий отбор. И главное, эти кланы создавались не для галочки, а ради реальных боев, стратегии и престижа. И вот, друзья, самый интересный момент, к чему мы ведем, помимо вот небольшой, исторической справочки, в какой-то момент внезапно появляется Орех. На форуме главный геймдизайнер танков онлайн, он заинтересовался обсуждением классики. После этого дальше продолжили, в отличие от старых танков онлайн, в новых танках онлайн всегда есть что ждать, на что Орех ответил: впервые в истории игроки получат игру, в которой будет нечего ждать. Речь, конечно же, идет про танки Classic. И тут же Орех ответил по поводу обсуждений старого киберспорта. То есть киберспорт до ребаланса был хорош, а после умер. Но я так Алекс С и передам. Весь этот StarLadder всегда был каким-то сомнительным. Кстати, кто помнит Алекс С, напишите в комментарии, много ли тут у нас таких холдов вообще того времени присутствует сейчас. И после этого вот Орех добавил уже серьезно. Застой в контенте в то время, до ребаланса, действительно создавал хорошие условия для киберспорта. И он пожелал удачи энтузиастам, которые попытаются возродить его в классике. Понимаете, что это значит? Главный вывод всего вышесказанного следующий. В танках Classic официального киберспорта, скорее всего, не будет. Как раз вот множество было вопросов, часто спрашивали, будет ли киберспорт в танках Classic, будет ли киберспорт в танках Classic. Нигде информации пока такой не было, нигде никто не комментировал. Но я предполагал изначально, что вряд ли он там будет, потому что разработчики придерживались вот концепции игры-музея. Вот Орех впервые на форуме этот момент подтверждает. Та атмосфера, что существовала раньше, была результатом уникального периода, когда игру двигали не обновления, а сами игроки. И танки Classic — это первая игра, где ждать попросту нечего. Это не игра про ожидание обновлений, а про возвращение в прошлое. Никаких обновлений, а стабильность, как в музее истории танков онлайн. В классике не будет гонки за обновлениями и какой-либо меты. Равенство, только равенство, ностальгия и стабильность. Это вот, друзья, что касается подведения выводов, итогов всего вышеперечисленного, вот что обсуждали игроки, куда подключился Орех. Вот такие вот некоторые новые нюансы, касающиеся классики, появились. Ну, сами понимаете, да, с учетом отсутствия какой-либо информации, вот по крупичкам вот удалось собрать вот такую какую-то новую для вас инфу. Надеюсь, вам было интересно окунуться ненадолго в то время, послушать, что тут будет у нас еще касаться танков Classic. На сегодняшний день, да, вот актуальная информация со слов самого Ореха. Ну а что касается, наверное, одного из самых главных и интересных вопросов, да, когда же выйдет танки Classic, когда начнется тестирование, пока без изменений, все так же предварительно думаем, что это декабрь, начало каких-то тестов, голосований. В ближайшие 2 месяца ждать ничего не стоит, но тут уже октябрь практически подходит к концу, ноябрь тоже ничего ждать не стоит, поэтому останавливаемся пока что на декабре. Ну а сам релиз, друзья, уже будет в 26 году. Надеемся, что это будет не то чтобы в первой половине 26 года, да, а в начале
начале, в самом январе-феврале. Ну, в любом случае, еще ждем следующей информации от разработчиков. К сожалению, в этом месяце уже не будет видеоблогов, поэтому ждем уже ноября. Может быть, там какую-то инфу нам разработчики по игре выкатят. Такие новости, друзья. Подписывайтесь обязательно на этот канал, если не подписаны. Ставьте лайк, вступайте в Телеграм. Там есть тоже общий чат у нас с обсуждением всего. Все обсуждаем, и новые танки онлайн, и танки классику. Все ссылки вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр. Ждем танки классик.